Привет, подписчики и гости канала Travelin.rf. Продолжая обзор достопримечательностей Республики Адыгея, в этом ролике покажу вам Савранскую канатную дорогу. Обязательно подписывайтесь на мой канал, а я начинаю. Савранская канатная дорога расположена в районе станицы Даховской. Но я приехал сюда с поселка Каменномостский, который расположен в 6 километрах от этого места. Кто смотрел мои предыдущие ролики, уже слышал мое мнение о данном населенном пункте. Если вкратце, то я считаю, что он является оптимальным местом дислокации для изучения достопримечательностей Адыгеи. Но ближе к делу. Автомобиль я оставил на большой, но очень грязной в это время года парковке. Говорят, в сезон на ней очень сложно найти свободное место. Столько желающих хотят подняться наверх по канатке. Оставив свое транспортное средство, можно погулять по небольшой территории перед нижней станцией подъемника. Здесь вы сможете перекусить и купить сувениры. Также вы увидите часовню всех святых, воздвигнутую в память о расстрелянных здесь казаках, и экспозицию «Казачье подворье». Поднимаемся наверх к кассам, где покупаем билеты. Цена на подъемник составляет 600 рублей, а для детей от 6 до 12 лет 300. Занимаем свое посадочное место и поднимаемся наверх в гордом одиночестве. Или с соседом. Это как повезет. Я поднимался совершенно один. Пока мы наслаждаемся подъемом и природным ландшафтом, расскажу вам о канатной дороге. Так вот, Даховская канатная дорога относится к кресельному типу подъемников и состоит из двух открытых кресел, которые прикреплены к тросу. Посадка и высадка пассажиров происходит без остановки движения. В принципе, это особенность всех подъемников. Общая протяженность маршрута составляет 1256 метров. Скорость движения 1,1 метра в секунду. Максимальная высота над землей 14 метров. Перепад высот 450 метров. Общая вместимость дороги 160 пассажиров. Но такого количества, думаю, канатка не видела даже в сезон. Кстати, она является первой канатной дорогой в республике, и работы по ее возведению велись целых 4 года. Открытие дороги состоялось в 2014 году. С тех пор она пользуется огромным спросом среди гостей Адыгеи. Дорога связывает станицу Даховская с удивительным хребтом Уна-Кос, сплошь изрезанным гротами. Интересно, что тянется этот массив вплоть до Карачаева-Черкесии. В сезон, как я уже упоминал, сюда приезжает много народу. А большой спрос на услуги канатной дороги объяснить просто. Пешеходный маршрут, ведущий к горе от станицы, обычно занимает не менее 2-3 часов, в то время как поездка обходится всего 20 минутами. Кроме того, наверху находится несколько смотровых площадок, а главные объекты горного массива расположены буквально в шаговой доступности. Во время подъема вы сможете подробно рассмотреть почти каждое деревце, почти каждый камешек. Но самое красивое вас ждет уже в конце. Вот такие скалы вы увидите перед самым концом подъема. Ну а самое все-таки интересное — это спуститься вниз, что вы сейчас можете как раз и видеть. Нет, это я не сразу же поехал вниз, конечно, я обошел практически все наверху, о чем я вам сейчас покажу и расскажу, поэтому перейду прямо к делу. Как я уже ранее отметил, я сейчас нахожусь на хребте Уна-Кос. Высота над уровнем моря здесь составляет 1000 метров. Это почти в 2 раза выше, чем в Геленджике, и в 2 раза ниже, чем в Сочи. Чем тут можно заняться? Ответ прозвучит банально. Просто гулять, конечно. Если у вас есть лишние 5000 рублей, то можно заказать поездку на внедорожнике или баги. Водители данных транспортных средств в полунавязчивой форме будут предлагать вам свои услуги, ссылаясь на то, что идти до главной достопримечательности этого места, скалы Чертов Палец, очень далеко. Целых 3 километра, и они действительно не врут. Это так, но я человек, любящий ходьбу. Ходьба! Ходьба! Поэтому на их уговоры я не поддался, о чем в последующем не пожалел, так как маршрут до скалы не очень сложный. Да, здесь также за 1200 можно прокатиться на лошадке. Вот они стоят, красавицы. Но не торопитесь бежать к пальцу черта. Сперва-наперво спуститесь к пещере под очень заманчивым названием «Пещера желаний». Она находится тут же неподалеку, а если быть точнее, с правой стороны от верхней станции. Я как раз сейчас иду туда. По сути, пещера представляет собой сквозной грот с просторной полостью в виде пещерного зала, несколько метров высотой. На стене обозначено место, куда надо приложить руку, чтобы желание исполнилось. Выход из пещеры на скалу огорожен решеткой. Здесь находится одна из смотровых площадок, откуда открывается вид на станицу Даховскую, хребет Азиштау, дорогу на Гузериполь вдоль гранитного каньона реки Белый и гору Трезубец, а вдали виднеется плато Лаганаки. На 10 метров выше над пещерой находится вторая обзорная площадка. Виды с нее открываются те же, что и из предыдущей. Но все-таки ее посетить тоже, конечно же, стоит.
теперь давайте уже отправимся к скале Чертов Палец. Название скалы немного интригует и будоражит фантазию. Теперь главное не разочароваться в ожиданиях. Вообще хочу вам сказать, что на посещение хребта лучше выделить целый день. Возьмите с собой перекус, не забудьте о том, что обувь должна быть удобной. Дорога в декабре ввиду небольшой оттепели была грязновата, но в целом терпима. Вы будете идти по красивому лесу и наслаждаться чистым воздухом, поэтому весь дискомфорт можно отбросить в сторону. Но если вы посетите это место в солнечный летний денек, то наслаждение от прогулки будет просто неописуемым. Где-то пройдя 1/3 пути, вы выйдете к кафе. Правда, говорят, оно работает не всегда, но в моем случае оно было открыто. Здесь можно выпить чая, заваренного на горных травах, покушать блинов, посидеть на спиленных бревнышках. Я не стал пользоваться услугами кафешки, так как был не голоден, а вышел вот на такую обзорную площадку, расположенную всего в 100 метрах от кафе. Здесь вы можете пощекотать свои нервишки вот таким способом. Ладно, отправляюсь дальше в путь. Идти осталось около 2 километров. Перед поездкой я читал, что в районе Чертова Пальца находится пещера под названием Пыльная. Я ее лично посещать не стал, потому что не очень-то люблю сырые и темные пещеры. Мне в принципе было достаточно посетить большую Азийскую пещеру. Кстати, видео о ней уже выходило на канале. Ссылку оставлю в описании. Не буду вас долго мучить однообразной дорогой, а лучше сразу покажу то, зачем сюда шел. Кстати, вы, наверное, обратили внимание, как менялась тропинка от снежной до полностью сухой. И такое разнообразие всего на маршруте в 3 километра. Просто потрясающе. Вот она, скала Чертов Палец. Я обратил внимание, что по форме она напоминает какое-то мифологическое двурогое существо. Один из ее рогов и получил название Чертова Пальца. Местные гиды отмечают, что традиция называть такие образования уходит в древние времена. Люди верили в то, что Перун метал свои стрелы в непримиримого врага Велеса. И такие скальные выступы — это и есть застывшие огненные стрелы. Ну а на этом все. Если этот видеоролик вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео на моем канале. Всем удачи и пока!